Всем привет, мои дорогие девочки. Утро субботы. И по всем фронтам смотрю. Все одно да потому. И в новостях, и у нас. Посмотрите, какая погода. Вчера уже так всяк, уже было более-менее, уже солнышко. Поспокойнее, уже думали, ну все, циклон прошел. Нет, ничегошеньки. Ну вот, посмотрите. Пожилые люди очень часто вместе. Вот в таком возрасте они просто неразлучны. И прям уже достаточно таком преклонном возрасте, достаточно таком уважаемом возрасте. Вот. Мужчина-джентльмен несет сумочки, женщина с зонтиком, в красном шарфике. Рынок – это святое. Посмотрите, сегодня вот целое утро такое. Но сегодня к нам приезжает вот этот же субботний наш рынок. Там вот Джамбо, видите, все с сумочками. Хотя ничего там такого нет. Я не пойму, зачем туда люди ходят. Там есть контейнер, не контейнер, а вот такой фургон. Там жарят курицу, гриль, там рыбу, морепродукты. Именно вот готовое. Может быть, люди там облюбовали себе. Знаете, традиции такие вот по субботам. Что-то именно оттуда, к обеду там или к ужину. Может быть, дети приходят, или наоборот, родители приходят. И, может быть... У людей, конечно же, есть свои традиции какие-то, может быть, да. Но, видите, смотрю, дождь, а идут оттуда. Вообще-то, чему я удивляюсь? Мой муж тоже туда постоянно ходит, как на работу по субботам. Вот уже сегодня сходил. Посмотрите, какой шикарный виноград принес. Смотрите, какой он огромный. Я не пойму, что сейчас за сорта, он весь без косточек, просто одна мякоть. Ну, если честно, я не очень люблю виноград. Как могу, конечно, его там покидать в рот, потому когда попробовала, он сладкий, начинаются, знаете, как семечки. Ну, а вообще я больше люблю арбуз, потом эти, скажите. Арбуз, потом мандарины люблю. Такое, вот. И рыбку жареную, смотрите. Она очень вкусная в кляре, очень мелкими кусочками и тоже без косточек, тоже очень вкусная. Вот и там в холодильнике селедка тоже, селедку купил. Поэтому, по всей видимости, сегодня мне нужно будет приготовить пюрешечку, картошку, и это будет очень все к месту. Решили поставить в спальне этот осушитель воздуха, потому что здесь все-таки, знаете, постель, здесь все-таки одежда хранится. И это самое неприятное, когда одежда влажная и постель в том числе. Поэтому здесь решили ему самое место. Вот так вот. Вчера была более-менее, сегодня дождь, поэтому уже прям чувствуется влага, нужно включить. Пусть немножко поработает. Сейчас посмотрим, сколько тут влажности. Вот, пожалуйста, видите, 71. Вот, по энергозатратности я спросила у чата GPT, он сказал, что его можно приравнять к вентилятору или к обогревателю на самых-самых низких, ну, к датчику на самых-самых низких щадящих температурах. Вот поэтому... Можно смело пользоваться. Я вам сейчас покажу, вы упадете. Вы знаете, я ради интереса просто заглянула. Еще не мигал никакой значок, индикатор. И вы посмотрите, что творится. Вы посмотрите, сколько воды. Посмотрите, обалдеть. Вот, наверное, будет до сих пор. И тогда бы, наверное, индикатор бы загорелся. Ну, я, если честно, думала, да, все время горит как бы там 60%, 50%. Думаю, может, у нас не столько уже и влаги. Вы посмотрите. Это вообще... Что-то уже поставили, что-то уже
нагородили. Вчера не было. Сегодня уже стоит. Что это такое, интересно? А, это, наверное, неделя каникул. И, наверное, какие-то здесь будут аттракционы, я так поняла. Потому что там точно аттракционы. Вот так вот. Я поняла. Все. Как хорошо, что распогодилось. Я сбегала в Экшен, купила там для мытья посуды гель, потому что впереди выходной, завтра воскресенье, и посуду уже мыть нечем. Купила там еще что-то. Я уже забыла, что я купила. Господи, ну память, а. Теперь нужно на Джамбо зайти тоже купить воды и хлеба. Самые необходимые вещи. Соблазнилась какие-то вафли новые взять. Мы еще не брали, не пробовали. Купила на днях новую скатерть. Вот, уже застелю, покажу потом. Сейчас заходила в магазин, купила молоко перед выходными. Вот такие вот вафли появились новые. Прям интересные, без шоколада, такие, знаете, как прям домашние. Интересно попробовать. Колбасу для бутеров. Сыр. Без него у меня завтрак не завтрак. Настолько уже привыкла. Потом взяла вот такой вот йогурт страчателла. Вот шоколад. Надеюсь, вкусный. Сразу литр. Картошки взяла. Сегодня на ужин. Валера же там рыбы купила. Нужно будет поставить. Потом взяла вот такую вот большую милку. В Экшене было. Я не помню даже почем. 2 с чем-то, по-моему, ела. Потом взяла вот такой вот и итальянский, по-моему, такой бисквит. Типа у нас Рошен. Помните Рошен? Типа у нас такие бисквиты шоколадные. Вот это что-то типа этого. Он же на вкус похоже. Такое нежное, шоколадное. Так, потом взяла вот такую вот подставку себе, знаете, ставить для чашки. Потому что сильно вот на вот этих вот подложках, на вот таких вот, на таких подложках сильно остаются вот от чашки. Честно, я уже замучилась их вытирать, натирать. Поэтому вот такая вот штука будет удобно. Потом взяла Валерычу в машину. Вот такой вот навигатор ему нужно. Не навигатор, а для телефона. Он навигатор включает. Вот такая вот подставка, как бы. Вы поняли, цеплять. Он там свою подарил человеку. А теперь и самому нужно. Потом взяла гель для мытья посуды, собственно. Это была главная причина моего похода. Потом вот такую вот большую банку для душа. Ванной, чтобы поставить. И все. И хлеб для тостов. Все. Ну вот, как-то так. Я здесь постоянно сижу, я здесь или что-то учу, или монтирую, или смотрю, или кушаю. Но если я не занята домашними делами, я здесь сижу, у меня постоянно какие-то дела, и у меня постоянно чашка стоит с кофе, с чаем, там, с чем угодно. Вот. И вот это реально спасение, потому что вот эти просто квадратики для чашек, они точно не спасают. Вот это вот удобно, вот правда, потому что постоянно какая-то вот неопрятная вот эта подставка. Я их сейчас понамываю. Завтра уже поменяю скатерть. Здесь эту отправлю в стирку. И будет здесь порядок. Потому что, честно, бардак вообще. Чем больше стол, чем больше места, тем больше заваливаешь его. Знаете, найдется чем, точнее, захламить, завалить, наставить, накласть. Сейчас нужно разобрать вот эту кучу.